Ну чё, здорово, народ, снова, кто подошел, кто подходит. Мы тут будем сейчас смотреть стрим Банжи по акту 2, эпизода Неупокоенный. Сейчас минут 10 нам будут представлять дядек и тетек, которых мы забудем через пару сек. Потом нам будут показывать 20 минут активность, в которой мы уже были раз 10 тысяч. Но так или иначе, надеемся, что покажут парочку новых пушек, парочку новых механик, ну и хотя бы чем-то нас зацепят, чтобы мы в акте 2 начали хайповать дико по поводу продолжения эпизода. В общем, ждем. Осталось буквально 1,5 минутки. Не забываем, что в процессе стрима можно получить эмблемку, по крайней мере, так об этом было заявлено в Твабе от Банжи за просмотр. Ну, кто не видел, можете мой видос относительно ресета посмотреть, ну или набрать в чате восклицательный знак стрим команду. Ну, кто будет записи смотреть, то, сорян, эмблемку за запись не получить. Вот, чат опять тебя видел. Да, там сперва один чел какую-то херню написал, я его забанил к чертям, а потом меня спросили, типа, откуда инфа про эмблему Банжи? Я такой, из Тваба. Че, ролики не смотрим? Тваб не читаем? Ну а так, в принципе, ждем, народ. Ждем, кайфуем. 1 минутка осталась. Эх, сейчас бы кто-нибудь фильм бы заказал, и игру, блин. Тетрадку их, да-да-да. Опа. Так, смотрим. Сейчас пока без заказа треков, ребят. В общем, будем переводить, пробовать, комментировать, что там происходит. Ну, основную мысль передавать, так сказать. Да, чувствую, Артур. Здорово всем, добро пожаловать. Я Энди, я работаю здесь в Банжи. Мы тут с вами в онлайне связались. В Вашингтоне. Энди Салишбури. Поговорить с вами об игрушках. Очень классные чуваки, которых мы будем представлять 10 минут и которых вы забудете, так? Отсчитываем 10 минут, ребят. Потом начнется геймплей, я надеюсь. Он в Into the Light был, этот чувак к свету. Мел Ли. Как происходит, Вовать? Как дела? Я рад быть здесь. Я очень возбужден быть здесь. Я возбужден, надеюсь, игроки тоже будут возбуждены. Ты кто такой, чем занимаешься? Я Ноа Ли, ассоциативный дизайнер по активности. Поэтому, если вам какие-то активности не нравятся, можете в этом обвинять меня. The enemies, the faction you fight, like the encounters, the exact tasks that we're asking you to do, all the way to the objectives and directives, and just. Короче, все задания, все активности, все это ко мне, да. I have the pleasure of being the Act 2 content. Very exciting. So я рад быть с вами тут. Exactly. You know I'm from Atlanta, right? No, really? Yeah. Ты знаешь, я из Атланты. Вау, это такая важная информация. Следующий дизайнер по пушкам. Крис Проктор или какого? Нет, не он. Расскажи нам, кто ты. Я Тейлор Бьорндрал, ассоциативный дизайнер по пушкам. Если вам какой-то дизайн из пушки нравится, то вам ко мне. Dungeon set for other weapons, and the splicer and garden reprisals, and then a bunch of exotic changes. Все, вроде бы эмблемка доступна, кстати, ребят. Сейчас проверяйте дропсы. Должна, по идее, за 15 минут вам прилететь. О, DMG, ребята, наш слон. Дилан Гафнер, про которого в видосе сегодня рассказывал. Он до этого из Банжи выходил, сейчас вот вернулся. Блин, Артур.
Такие комментарии, пожалуйста, на ВК Play. Осуждаю. Короче, чел, который занимается поддержкой, глобальный комьюнити-менеджер, вот. Huge shout out to your compatriots on the community team, to Cosmo, to Bruno, to David, the whole crew. Alex, Eduardo as well. Thank you. That's right. Lest we forget. All right. So we have a lot of stuff to go ahead and move along into. Кстати, они за 3 минуты уложились, они всех представили. Прежде чем мы нырнем в геймплей, расскажи нам про Акт 1, что там было. Фикрул там, короче, что-то нашел и начал наступать нам на ноги. На пятки. Если вдруг кто пропустил, нам рассказывают сюжет первого акта. Осада. Да, осада там была, да. Осада спасения, так. Акт закончится на следующей неделе, да, акт 1. Акт 2 будет на следующий уже. System stuff. Very interesting, which I will say, very conveniently, excellent segue, thank you, leads us to our first batch of gameplay. Exactly. For, again, the Destiny vets out there, the Destiny 1 players who may be still with us as well, myself included, we are returning. Ура! Возвращаемся в в тюрьму старейшин, ребят. Это самая первая активность от Райчека, которая была в первой части. Ну, ее сливы по этому поводу были, я, по-моему, даже ролик записывал. Типа состязание старейшин будет. This is a similar kind of activity where it's a longer tail, more roguelite activity. Роглайк активность, ребят, как спираль примерно. Я надеюсь, это будет как спираль, с таким же лутом. Вы идете на разные арены, завершаете активности, получаете лут и сражаетесь с главным боссом. Но и активности могут быть разными. Ну, короче, кому нравилась спираль, тому зайдет, я думаю. Так, активный модификатор. Ваш ХП активно не регенерируется. Ага. Те же расы, те же боссы из первой части. Я возбужден очень сильно, у меня есть правило. Что-то, что людям нравится, вернуть надо что-то иконическое. Короче, любимые людьми боссы одержимые. Новый вайп, чтобы был. Почему бы не вернуться в тюрьму старейшин? У меня аж пикселит изображение, 60 тысяч на это смотрит. У нас нету вексов, у нас тут какие-то дреды, которые ведут в... Опять робомикрофон, ну сорян. And you'll be able to see it's really apparent when you go to their arena since they're all themed based on the races. Короче, что-то основанное на расах у нас. Модификатор или что-то другое будет? Можно тут протестировать свой скилл. There were a bunch of modifiers that were on a rotation. Some were kind of beneficial, like solar burn, where it was like the enemies give you damage, but you can kind of deal some. Короче, что-то типа солнечного урона. Враги наносят по вам урон, вы защищаетесь, ура. Destiny 1 Prison Elders boss, Legacy boss. Yeah. And he's come back as a Lucent Hive Guardian, and we got. Опять будут эти охотники, которые будут нас стирать на эксперте. Given that he's no longer just a Hive Knight, he's got both the big shields and everything. He's ready to go ahead and be brought back with the power of the light. Some new challenges. We have some UI too that we were able to bring back from the Legacy Prison of Elders. Every time you get a new modifier, it appears on the screen. Да, сияющий улей у нас будет. Возбуждающая активность, ребят. We have some of the new modifiers that were in episode Revenant. Новые модификаторы будут рассказывать. Haste, we got Brawn, if people have had experience with that, and a few other things like Chill Touch, Scrapper, Grounded. Леденящее касание тоже будет, тоже нас там будут замораживать все, так это будет кайфово.
it's a bomb. Oops. I love that one. That's one of my favorite perks, actually. That never happens to me all. Да, вот Shield Touch. Когда вас заденут атакой рукопашной, вы замедлитесь. I want to shout out our engineering team for being able to bring this in and our UI team. Спасибо теме инженеров и теме, которая занимается интерфейсом, которая смогла привести это все в реальность. Yeah. No, we appreciate it. As someone who intends to Ой-ой-ой-ой-ой. spend a ridiculous amount of time in here. Thank you, and yours for your hard work. Спасибо, что не надо будет эти железяки прям таскать. А то это как-то не очень возбуждающе. Прикиньте, вот каждую из них таскать надо было бы. A trap room, then an encounter, then another trap room, then a boss. In this, it's slightly more action focused. So we have, as we saw, that cryopod encounter first. Then you'll have a faction encounter. Надо еще при помощи вот этой вот пушки убивать мобов, типа челлендж, чтобы дополнительный лут получить. Then you'll have a short traversal section. And then you'll have a boss. And then after Скажите, that, пожалуйста, что эти пушки станут крафтовыми, не, не станут. and then you'll run around the loop again. Yeah. In every single encounter, Ну, по крайней мере, в you'll have ближайшем challenge, будущем. and in for Может быть, bosses в акте you're gonna 3. have a critical Ой, то есть или в objective. эпизоде That kind 3. of all goes to, like, Не this знаю. inactivity reputation system Yeah. that's called the Warden's Judgment. Репута- You read the репутация rules, all my активности, players да. have to read. Yeah. You can see what that is, but I know people don't read, so I'm gonna try to explain it. Греник, the best I кстати, can. раздадут всем 19 числа, кто не в курсе. Если ты игра про Греник в третий I'll слот. be like, I'll figure. Launch. Yeah. So the Warden's Judgment is a pretty simple, kind of Хакать. complicated mechanic we have that's meant to address some of the Сложная feedback we механика got у from них the там. coil specifically. So for those who are very experienced with that activity, people were very much questioning how do you get to the wish chamber, like how many wishing glass you need to get, like if you felt like you didn't get the loot goblin, you were like, oh, I didn't get the wish chamber. Где забирать? Сразу видно, кто мой ролик не смотрел. У Банши 44 можно будет забирать. Да, перки в нем норм будут. Это будет гадролл. Как же все палятся. Inactivity way to check how well you're doing. There will be a buff on the top of your screen, then it'll kind of dictate how well you're doing. So when you complete a challenge or a bonus objective, your Warden's Judgment will increase. It can get all the way up to favor times 1 to 3. If you do not complete the objective, Короче, завершаете испытание, вы у надзирателя получаете плюшки за это, то есть он вас больше ценит и, соответственно, больше лута. Ну, понятно. Okay. Так, надзиратель поднимает ставки. Тир ваших противников увеличился. Короче, когда вы приобретаете у него 3 благословения, получаете больше мобов, больше боссов, вот это вот все. Локация тюрьма старейшина с первой части, типа, активность. Ну, она отличается от того, что было в первой части, но она здесь называется конкурс, типа старейшин. Эта активность для 3 человек будет новая. Ну, новая старая, переделанная. Allow you to skip an encounter, and we've had in playtests, we've had runs that can last 28 minutes, 30 minutes, and that's when you're getting the most rewards. So this is kind of promoting. Короче, 30 минут надо будет это все проходить. But the more you run it, you'll get more experience. You'll understand kind of how the flow is, and you'll be able to get a lot of rewards really fast and kind of. Очень много наград получишь за это. Если будет выше призма падать, то победа. Или как она там? Высший осколок. Ну, короче, тот, который в крафт пушек используется. Так, контрфит. Когда вы побеждаете противников, они дропают взрывчатку. Волк, демон, спасибо за подписку, добро пожаловать. They'll say it on Twitter. Blazing Muffins will give you a shout out on Twitter. But no, so it's kind of nice to have the opportunity to sort of, you know, I guess, you know, if you're learning the activities. Так, сейчас. Прогресс на эмблему идет, кстати, у меня, ребят. 73% у меня от 15 минут. Let's go. О, господи. Босс-вертолет буквально. Босс-молотилка, то, что мы хотели просто в этой жизни.
Стражи, вам ведь понравился босс? Вам ведь понравились молотилки на Неомуне? Держите босса молотилку. Internally, I like to call it the junkyard fantasy because, like, it's kind of like all junky and you know, rusted and stuff. Tinkering and putting it together. Yeah, you put it together. Сражаемся на свалке против босса вертолета, да. Mikola for doing this. He also made Liminality Strike, so shout out to him. He made a really cool thing where, like, you see the explosion trail, like, kind of get to the big explosive. Like a fuse. Yes, it's so cool. No, I have to ask, why did it have to be a Thresher? Because I'm having some memories from Neomuna. Да, вот они сами вспоминают, почему это должен быть молотилка. Мы решили сделать разных боссов. То есть, типа, ты убиваешь молотилку, и надо будет потом еще Псиона после этого побить. Типа, это такой промежуточный босс, но мы же не совсем эти, ну, те самые. Мы решили сделать так, чтобы это был промежуточный босс, потом вам надо будет убить еще одного босса. Нужно много разных боссов. О, тут еще и говно снизу. Тут яд типа работает, который у вас с ХП забирает. Так, критическая задача. Активируйте все энергетические переключатели для того, чтобы отвентилировать яд. Короче, да, если эту штуку не обезвредить, то яд будет подниматься и типа лучше не надо. Осторожно, газ. Окей. Ну прикольно. Ну ладно, это прикольно. То есть, ну, можно типа не обезвреживать, но без этого будет сложнее. Ух ты, лут. Так, получаете лут. Собирайте лут. Так, каждый раз вы попадаете в камеру, получаете лут. Еще по луту. 3 сундука. А это что? А чё? Подожди, а чё там? Это пушка какая-то или что? Ты покажи нормально, блин, что ты делаешь? Офигенно показали лут. Просто у него там заполнен инвентарь, и он не смог его нормально показать. А, мобы бьют сильнее. Классно показал. Привет, Денджер. If you keep that momentum, you're able to skip that encounter every single time and kind of go through the prison much faster than you would normally. Yeah. All right, really quickly, also, please feel free to keep jumping back in. I know there's a lot of stuff we're going to be checking out, but Taylor, I want to quickly bug you. Короче, если вы там какой-то иску сохраняете, то вам быстрее получится все это проходить. Если вкратце. Короче, про новые пушки расскажите нам. У нас будет 2 новых сезонных оружия. Будет точная электрическая пипега. Пустотный дробовик. But yeah, there's a lot of cool rolls for both of these, both for PvE and PvP. Let's take a quick look. So this one's got the new arc perk, jolting feedback. Да, новый перк, jolt feedback. Типа наносите урон и электрошоком всех бьете. Экзотический дробовик там еще я вижу. Который слили, походу. Он решил не палиться, типа. Типа, ну он там есть, ребят, но мы его вам не покажем.
Having dusted off my 7th Seraph CQC, I want to say thank you. В комментариях там, наверное, все уже свихнулись. It's nice how such a small change can actually make a pretty big difference. Yeah, Especially when it's seriously. not even more damage. Yeah. Also, Анализатор рисков это? You know, obviously, А, я PvE, перепутал. PvE rather is going to get some nice buffs. You were saying the repulsor brace, volatile rounds. Yeah. Accept those. But at any rate, there was a PvP role you were talking about earlier as well. Like it's going to have a lot of versatility in the same. Oh yeah, box. it's got a lot of rolls and it's precision frames, so I know it's like the most popular right now for PvP. Yeah. Been getting killed Ну with да, this да, one. точная рама популярна для So in ПП. addition to these Нет, two ПП новая с new перком. active Нет, weapons там that you просто have, у него в there's also инвентаре one лежал of the какой-то as дробовик well. I'm personally экзотический pretty во excited второй about слот. Season of the Splicer coming back. Grid Skipper. Yes. Grid Go- skipper. Yeah, so go ahead. А, ну импульсная винтовка I 540-я, сейчас have про нее a говорят. very personal connection to this. Старая. It was like one of my favorite things. I actually worked on the, well, helped work on the original set of these. Yeah. When they first came out. But yeah, I did the rolls on these. Вот что это за шотик? Шотик покажи, блин. Some classics А, from ну the вот past, пульса, but кстати, also да. some new rolls. Also, 2030. it's got a lot of options for both PvE, PvP. Ну это они играют на Some аккаунтах Headseeker новых. PvP probably А, хотя pretty погоди. nice. That's what I'm going to be going for. Не, у нас в следующем My эпизоде original на classic 10 roll is уровней going in поднимется Multi-Clip, уровень силы. which with the new Splice Origin will work pretty well. Yeah. I'm a Шотик с compulsive эмблемой reloader 25-го myself, so, сезона. manning the pulse and getting that Splicer Surge going after a couple kills, it pretty much like negates the... Просто там тизерили, что какой-то шотик будет. Ну как тизерили, слили экзотический. Это он интересно или что? Talked about in the Он Twitter, специально его не показывает, блин. Yeah. Yeah. Of all the people, you chose the legendary weapon instead. Good Yeah, job. yeah. So, Он, yeah, он. so for the Ага, past, окей. talking about if you could have Модификаторы one пройдены, в weapon общем. made a replica, what would you want? A bunch of other people said exotic, and I was the guy that said Grid Skipper. I mean, it's a great answer. I love Correct this gun. choice. Yeah, honestly, yeah. There's no wrong choice in theirs, but yours was very correct. Let's be very clear. A couple Пустотный. new PvE rolls as well. But, Yeah. there's a lot to look forward to. I'm going to be grinding this a lot. Yeah. I want to interject real quick because we were at a good time. Yeah. So this is Хорошо was проводят talking время. earlier, but this is a traversal section. So these are different than how they were in Так, the coil. победите I also всех wanna shout противников, out every player who died to my spike traps in the coil. пока пробираетесь. How I dare don't you? feel bad. За 1 минуту. There's a lot of grudges being built in chat right now in real time. Окей. It's, Yeah, О, I тут know. еще и эти, которые нас оглушать будут, дядьки. honestly, it's so It's fun. Yeah. It's not fun to them. Ну, по сюжету, да, скорее всего, будет 3 взаимодействия и Oh, все. why did you do that? Exactly. I just- see all the comments and I just am like. he just smiles. Yeah, he just feels bad. Warms up his coffee. Не, ну типа, когда это все проходишь сразу, это не таким длинным оказывается. По факту мы каждую неделю на это 40 минут тратим. Я надеюсь, там будет Day One, потому что это будет Contest of Elders. У вас много хп, но оно не регенерируется. Офигенные модификаторы. О, одержимые. Transitionary spaces a little bit more interesting. And so we have like the piece de resistance right here. My son, everyone will be very excited to see this. This is one of my favorite intros. The grand reveal. Yeah, let's see here. Так, это показывает нам босса. Силук ожидает. Сражайся, живи или умри. Анархия заработала да давно. Я сам с анархией бегаю постоянно. Она сейчас тащит из-за модификаторов. Так, берем баф, сносим ему щит. Резонансы 6 штук надо снести. По классике. Активность выглядит. Ну, зависит от лута. Просто, ну, тюрьма старейшин это была первая активность на троих в первой части, и, соответственно, народу зашла. Привет, Эйд. Как купить подписку? Смотри, подарить подписку, другие способы напротив PayPal, и выбираешь оплатить через приложение банка. It changes based on like the encounter. For the normal dread encounter, does something different. But in this, Psylocke will have a shield. Different objective. It's happening right now too. Короче, разные активности для того, чтобы щиты сносить. Так, найти и убить всех снайперов. Тоже дополнительное задание или нет? То есть победить его, пока щит не отрегенится. Через карту Озона самое простое. Ну да, Озон работает, Райфайзенбанк работает, там напрямую можно.
differences too, because even like through our practice. Здорово, we've Редрик. seen Акт a 2 bunch of different смотрим. modifiers and different objectives pop up. This is, Тюрьма I mean, старейшин. if Ну, we- if I или would describe what испытание War старейшин, я не traditional знаю. nerd, it would be Как это variable. правильно There's перевести. so much that can change from a given run is really trying to embody roguelite to like its fullest. You'll have different pathways every ВТБ time. платил, Like, красавчик. you'll go to different cell blocks in different orders. Yeah. You'll have different objectives that'll pop up. Different Разные critical задания. objectives, like, and you'll have different modifiers and like all this stuff. Разные based on модификаторы. how well you do the dynamic, like enemies are harder or easier based on how well you do. Like it's really, it's a lot. Yeah. It's a Получи lot. свой Hope приз. Players can like, you know, I'm looking at Dado and Astacross, make a good guide for this because it's really, this is really. Надеюсь, this is a big one. Лопин сделает хороший гайд, поэтому он говорит. They'll kind of understand the mode. А фикс по дропам перков на Ганы уже выпустили или только на следующей неделе планируют? Уже выпустили на прошлой. Даже на позапрошлой, по-моему. 5 числа, кажется. 19 ноября пушка будет у Банши. Yeah. Just might take you a little bit longer. Yeah, might you be just a have little to bit be more kind of stressed. dialed in. Yeah. It'll be the Лут-то crazy покажи, part. дядя. I'm not angry. I'm just disappointed. You gotta earn these You rewards. gotta say it in a Eric's voice though too. Oh, I'm not. Я не разозлен, я разочарован. Тебе надо все это зарабатывать, говорит он. Writing all the lines. He has, I think, like, I don't even know. I'm not gonna like make a number up right now, but he has a bunch. And Да они это специально сделали, Артур, ну чтоб типа подразнить. Come on, Я man, так you gotta понял. do a little better than that. Yeah, It kind of honestly. pushes you to kind of just want to make him proud. Yeah. because He's not mad. He's just disappointed. Yep, right? yep. Yeah, exactly. Он не Dylan зол, он Father просто is разочарован, just да. saying that to me. I don't use the slang like you do. That's it. I mean, I got that Skibbity Ohio riz, unfortunately. But What was that? moving right along. Actually, while we have a second here. Так, Taylor, эмблемка I'm gonna есть, head back to кстати. you. Получить сейчас. Actually, we've got some Окей, new получил. artifact mods joining. У нас новые моды в артефакте, Take так. a look and kind of walk through and see what we got here. Yeah. So we've got like the last. Так, episode. авторизованные Sorry. моды, то есть... We have a new row unlocking. А, ну, моды на удар рукой дешевле будут. So we've got a discount for all your melee mods, an improvement to emergency reinforcements, which I think is like you get a heal when you're low health. О, вот это нам надо. A way to get armor charge. Мы получаем отхил, когда тратим один заряд энергии. Weapon handling and charge rate for swords. And the boost comes from tonic. Ага. Yeah, Быстро so we do добивающий tonics. удар дает вам больше энергии This, I think, меча. is a variant of one of the older mods that is, when you break О, a- подбор shield, арбов дает вам you get небольшое power, количество and the хп. boost on this actually is going to be really nice, which is picking up an overpower or elemental pickup or tangle gives you a bit of health. А, когда ты ломаешь кому-то Against щит, ты the получаешь armor сферу mods, силы. which you can, like, run both, or you can- this can free you up a slot with that. I know, like, I'm running stasis Неплохо. with the new helmet, and that's Yeah. going to be pretty good for that. Yeah. And also just for staying alive in Yeah. this activity, since it's kind of spicy. Оставайся Very в живых, да. punch hunter these days with my Rorschach build, as I call it. Yeah, those like there's a lot of mods in this row that I'm really looking. Давай последний уже покажи. These are very claustrophobic. I think shotguns in close range. Так, definitely gonna be ага. here. I can't wait. Электрические источники дают повышенный урон по ослепленным целям. The density Ну, and окей. destiny is just getting there. And then our compounding, which I believe was maybe an Дендер, artifact, спасибо большое за 2 is our подписки. source Для for юзера и more для targets, Икса. which, might actually pair Спасибо really well большое with за поддержку. the changes that got done to Exteris, since the mods there will be That's right. applying the blind for yourself, and then Yeah, yeah. also it's a grenade launcher, so it kind of gets to double dip with all the grenade launcher Yeah. mods in this. And to that end as well, quickly for anyone who may not read through every patch note necessarily, quick update. What were the changes you guys made to Exteris? Yeah, we did some QL stuff, get a little bit more ammo, but the main thing was flattening out the projectile behavior a bit, so it. Короче, поменяют траекторию некоторых снарядов, чтобы тебе было проще бить какие-то вещи с расстояния. Эй, спасибо за подписку. Для Эдуарда. Увертюра ослепляет, хорошо. Последний мод, получается, апает увертюру, получается. Привет, Вашка. Одна подписка, народ, и будет 2-й уровень хайповоза, можно будет смайлики с первого полутать. Yeah, so you may have seen earlier we had our warlock here on Тогда, пожалуйста. but Эй, one of the things we're doing in this Act 2 patch is we're buffing all the roaming supers. So for context, that's like Ага, your, бафать будут бегающие Storm ульты. Trance, Vista Havoc, Штормовой транс там, for a while.
versus the one-shot sweepers like Nova Bomb, и так далее. Tether, etc. We're making a change so that the damage. У меня не идет прогресс эмблемы. Тебе надо открыть Only in PvE, not их стрим в другом окошке и выключить звук. Прикольно, но я ожидал полное копирование тюрьмы с улучшениями. Ну, типа, это почти как тюрьма, по факту. По сути, то же самое. Ты в одной комнате бьешь одних мобов, возвращаешься в смежную комнату, потом возвращаешься в еще одну комнату. Ну, это прокачанная тюрьма старейшин, естественно, из первой части. Но это не то же самое. То есть это немножко другой режим. It's a hard habit to kick. As someone again who uses the super basically only in the final phase of any boss fight. Yep, yeah, it's years and years of Destiny have trained me very well. Не, ну по факту режим солидный. Ну, доп. Заданий есть тут. В первой части не было такого. Не было никаких доп. Заданий. То есть выглядит неплохо, честно говоря. Посмотрим, насколько это будет разнообразно. По идее, там должно быть, ну, 3-4 босса основных, как бы это было в первой части. Хотя нам сливали, сколько там боссов будет. Я уже просто позабыл, давно это было. Пару недель назад или месяц назад. Ну там вы видели много активностей, да, много дополнительных заданий, которые требовали скоро, ну, типа быстро все это делать. Билдкрафт лютует, да. Я думаю, кстати, завтра или в четверг они выпустят статью по артефакту, и можно будет наглядно рассмотреть все эти перки, так что ждем. Здорово, Феникс. Стасис лодаут, он говорит. Колд, спасибо за подписку для Александра. Эмблемку за просмотр можно, да. У меня только одна скаутка в голове, это история мертвеца, он говорит. У нас очень много классных вещей, так? Дилан, я хочу уделить мое внимание тебе. Я думаю, у тебя есть анонсики. У меня есть заметки. We have got some cool stuff arriving in the form of, let's go ahead and start from the top. We're doing a partnership with Street Fighter. Мы думаем, мы делаем партнерство со Street Fighter. Ура! Расскажи нам. Ой, это можно скипать. Очень много косметоса. Архей, привет. Ну да, косметос в стиле Street Fighter, да. Проценты в дропсах и наградах, ребят. Хайповоз пошел, второй уровень, кому надо, залетаем, одна подписка или 100 битцов. Заходим. О. Типа подготовка к файту, да. Блин, да ладно, тут еще и ХП показывают. Фига жесты! Я бы даже взял, если бы было бы за яркую пыль. Ну вот это прикольно, что-то новенькое. Рейнер, спасибо за подписку для Райера. То есть эмоуты прям с ХП и с... О, где они бьют еще автоматы. Ладно. Хадукин? Реально, Хадукин, добивашка Хадукин, пипец. И это все за бабки будет. Просто они столько наварятся на этом. Lightning Kick еще. Жесть. Слышите, here comes the money. Дайте денег. Групповой эмоут. Опять с полосками ХП.
bonus. И это ведь еще рандомно будет, как камень, ножницы, бумага, типа. but Не, ну с полосками это оригинально. Это тут можно только лайк поставить. Очень оригинально придумали. I see you, I love you. Я и даже не подозревал, что можно полоску ХП добавить к жесту. so good. This is going to be my new Trials intro. I can already tell. Right. honestly. And then we actually have a segue on screen already with the armor that has been adorned. Yeah, well, let's go ahead and rotate over there. With the arrival as well of this act, the Dawning is going to be making its return as well on December 10th, I believe. Let me check. 10 декабря, он говорит. Yes, December 10th. Yeah, 10 a.m. right at reset. We'll have the Dawning coming back. The wonderful theme for Да, the armor рассвет is вернется. gonna be a celestial space Новогодний dragon, ивент. which is, really great. And then the team did a bunch Вот of такой really вот good будет work on сет. shader Дракон application. типа. We've seen your feedback tons of times on, hey, I want my shaders to look pretty on all the armor that I'm getting. Yeah. This knocks it out of the park, especially with that celestial star map in the Ты в игре, я в игре, играй до верной победы. Гейм, спасибо за подписку для Алекса. Ямато Нарочи, спасибо за бицы. 1 минута, народ, осталось. Кто хочет смайлики с первого уровня полутать, влетаем. 1 подписка или 100 битцов. За подписку получаем эмблему. Чтобы оформить подписку через приложение вашего банка, через QR-код, заходим в «Подарить подписку». От PayPal справа кнопку выбираем. Другие способы. Выбираем приложение «Оплатить через банк ваш». Темная заморозка, не просто статис. And then for every guardian out there that's been saying, hey, this specific ingredient is not dropping for me, we're upping the drop. Ага, ингредиенты можно будет немножко по-другому лутать, подсказывает. And we are. You'll start getting that a little bit more frequently. То I есть, never had any issue. Stop it. как-то будет попроще You're the lucky one. Yeah. для ивента. Окей, будем ждать. Taylor, geez, yeah, the Для Taylor, печки, yeah. типа. Dawning Engrams are coming back. Спасибо We have за Focus бицы, Tank. You Ямато can actually Нарочи. earn double perks as well. So if you're trying to get the new linear fusion rifle with some spicy rolls, Если вы хотите получить линейную плазменную винтовку, очень горячую, But if we could get a preview, Yeah, let's take a look. yeah. дайте нам превьюшку этой линейки Beautiful fusion с rifle. рассвета. There's Да, already actually пустотная pretty good трехберстная on the линейка, right column, кому надо. Internally we call it box weaken. Сможет ослаблять противников. У нее также есть смертоносная приманка. Left column specifically. Oh, sorry, left. Nice. You can weaken your targets, Прикольно. and then in the right column, bait and switch. So amp up your damage, weaken your target. Хвастайтесь, It's кому actually gonna be какие a pretty смайлики spicy выпали, roll. народ. Vice Stinger 2 to get a bunch of your ammo back. But if you're actually worried about ammo, Envious Arsenal, it's one of the hottest perks of this season or of this episode. Sorry, Yeah. this act. Those are going to pair really well in this linear that's coming out. Bait and switch has become the darling swap child of my those. heavy ammo slot, honestly, so I'm excited to see this. Also, I think we were talking earlier, after being such big fans of Stormcaller, seeing another adaptive burst. yeah. linear Это fusion rifle, Stormcaller, that's Варлока. really exciting. Yeah, Stormchaser, thank you. Stormchaser, да. Yeah, shout out Погоня to за бурей вспоминает линейку. Yeah. one of my buddies out in Midwest. He actually does some storm chasing as a hobby. So he was like, I need that gun. Love you, I Butane. remember that, yeah. Один из моих друзей охотится за этой пушкой. Мне нужна эта пушка. Reprised weapons with new roles. So your fusion rifle, pulse rifle, glaive, sword, and machine gun. Big shout out to Lego LaFlash. He's my go-to content creator for fusion rifle rolls and Glacioclasm. You may see it in the Crucible, may shake your fist at it a couple times, but there are going to be some more rolls. After seeing you in that Bungie Foundation stream, just mopping the floor with people with fusions, I fully expect this to be added into your Full-on inventory. dab. Ну, Гласиоказм это старая плазменка, тут понятно. We can't be friends anymore. I mean, on Glacioclasm, there's going to be Lone Wolf closing. Привет, Саня. Дроп остановился. It's going to be great. Stop it right Попробуй, now. если совсем не получается, зайти с другого браузера на мой стрим без аккаунта своего и с основного аккаунта продолжить смотреть стрим Банжи. So strange coins are actually going to be added to the Dawning gifts as well. Yeah. So nice. like with Festival of the Lost, you could get the exotic class items with candy and that kind of stuff. Экзотические классовые предметы конфетами. Of those strange coins from giving out those gifts, and then you can go to Zur, you can get your exotic class items or the Ага. actually too. It's not necessarily Странные монеты будут but we know, чаще hey, you may падать not be going into с strange мероприятия. strange coins, so we're trying to spread the love a bit. Nice. We'll get what we deserve. Окей. Мы получим то, что мы дозурили. Thank you. Well, I'll tell you what. I'll do. Ну, непередаваемая игра слов, короче. We have one more cool little thing actually. There's a new fashion set that's being Зазурили, added to, зазурили. as well. Так, Players дробовик seem pretty покажи. excited about it. They may have caught wind of it, but can you tell us a little bit? Дробовик about покажи. So, by the power of the moon, the team has done absolute beautiful work on some Doki Doki Destiny sets.
We got your Warlock and your Titan. Он дробовик этот экипировал. Pondering an orb, if you will. But, Он его экипировал, но он нам его, конечно, не покажет. Long time coming. We hope players enjoy throwing on some bows, some ribbons, and just having a fun time in fashion. If you want to go super black and be Короче, рассказывает нам про шмотки, да. It's a great time for that, honestly. Он на миллисекунду до него наводился. Блин, скиньте скрин, кто сделал. Потом посмотрим сейчас. В Дискорде там, на этом. It'll be available in Eververse for Bright Dust or Silver. Gonna be a good Live time. your best fashion life. Right? Fashion is the true end game. Destiny is gonna be really dialing Let's it up. see. Any other notes? Oh, I do want to give a shout out. Oh, please. Yeah, I mean, like, at the top Ну, хотя мы можем потом его чуть попозже открыть. Этот кадр. We have Noah Taylor here right now, but big thank you to Mike Profeta, Joshua B, CJ Payne, Brad Fisher. Спасибо большое куче народу. And Michelle on test as well for working on a bunch of these sandbox changes, a bunch of these dawning goodies. Спасибо, что тестировали все это, ребят. Знаем, Знаем, до кого докопаться, если что-то пойдет не по плану. Точнее, когда все пойдет не по плану. Я очень возбужден по поводу того, что грядет. Тропсы и награды, Глич. Высотный знак стрим. Вот там прям ссылку ее скинули во всем этом деле. Yeah, Vivian on the Scorn Weapons and that Origin perk. Matt Dowling for all his work on the release. And then Denny. Вчера этот дробаш дропнулся с открытым мероприятия. Какой? We'll get to that. What an interesting little tease that is. Yeah, I mean, teams are stronger than heroes is one of the Bungie pillars. Yeah. And it's like Красава, Яматан. in full force because everything is made by so many hands. Yeah, honestly, that's something I always say is nothing ever happens here in a vacuum, right? Like it takes a lot of people to Ничего не происходит в вакууме, да. of technical and artistic skills, like really make a lot of cool stuff happen. So, you know, we'll obviously make sure and give additional thanks at the end, but to our compatriots at Bungie that are here even now, working hard, continuing to build all the next chapters of Destiny, thank you all so much. We appreciate it. Эмблемка в аксессуарах общая, да. I think. Oh yeah, last thing. Если вы в игре были, перезайдите в игру. Куча народ спрашивает насчет Железного Знамени. 26 декабря, ноября. На 2 недели. Да-да-да, пистолет, который будет замораживать. С леденящим попаданием. Это будет имбище. Это будет наш любимый пистолет, народ, помяните слово. Archon Thunder, baby. Get your machine gun on. Oh, that's right. Yeah. Okay. All right. It's been a while. Just even the look of that one, honestly, I'm smitten by. But yeah, that nice classic solar machine gun is a lot of fun. Yeah, but we'll have a ton of twids between now and end of December when we go dark. But we'll have a bunch of stuff on Iron Banner. Dawning, all the goodies in there. We have a bake-off event that's going to be going on in. Железное знамя будет идти как раз до рассвета, то есть либо Железное знамя, либо какой-нибудь ивент у нас. Very nice, excellent. Well, we also, as is the case with these streams, we're getting near the end of our agenda here for today. But as is the case, typically, we're going to leave you with just one more thing as well. Now, ага, одну вещь еще покажут. The launch of Act 3, pardon me, is going to be on January 7th. So, given that that's right after 2025 rolls around, many of us will be at home spending time with our families and loved ones, or if you're like me, sitting around or just playing more Destiny. So 7 января будет стрим по Акту 3 вроде бы как. Because with the arrival of Act 3, shortly after the arrival, or right when it launches, we'll defer that to a twit to make sure we get that date spot on. There's going to be a new exotic weapon quest arriving as well. Новый экзотический дробовик будет. Вот, они наконец-то показали этот шотик! Так. On the spot real quick. Can you tell us a little bit about what we're looking at here? Yes, this is Slayer's Fang. It's a pretty unique. Уникальный дробовик, да. Клык убивателя. Стреляет бронебойкой, которая рикошетит. С разными прожектайлами будет. Ну, снарядами, в общем. 5000 урона, 36 тысяч урона. Ну вот тут у него Night Sworn Sight баф. Очень быстрая перезарядка. Но перезаряжается красиво.
Like I think the theme is like the projectiles are like hitting surface and they shatter into bits. We went down as a squad of 9. We're turned into void crystals and are now in an exotic weapon. Hey, I mean, we turn I turn everything and everyone into weapons around here. Comes guns or bullets or Yeah. something. A worm. Эти But реально рикошетят даже от поверх... О, прикольно. shell by shell. Yeah, was it the whole? So it's the whole magazine up front, not necessarily. Okay. Еще и точное зрение получаем. Ну, типа, Oh yeah. сквозь стены можно смотреть, или что? Или мне показалось? True sight. Titans might happen. Well, they will now. Yeah. Also benefits from the shotgun changes that happen. Yeah, that's true. Actually, like reasonable range to use this. Is it Yeah. craftable? Yes. Yeah. So. Он крафтовый будет. Past couple quests have done. Экзотическая миссия в акте 3, в общем, будет. Где будет дропаться этот дробовик. Intrinsic levels to unlock and a handful of catalysts that have some interesting interactions with how the gun works itself. Very nice. All right, so the theory crafters in the audience. Ну да, там реально можно сквозь стены смотреть, когда кого-то в голову бьешь. Maybe secret things to do. Maybe secret things. All right, that's cool. Может, секретные вещи какие-то будет говорить. Maybe secrets are maybe cool. Things for you to find Yeah, out. we'll wait for the YouTubers to make their Pepe Sylvia wall of all the different secrets that exist in there at some point. But for now, Ждут, короче, от that ютуберов actually целую leads кучу us to the end секреток. of our series of events. My page of notes, Ямада Нароч, included. спасибо за подписку для Ксота. So, today, Саня it's a Миднайт, quick спасибо chance за to go подписку ahead для and Волжанина. take a look Спасибо or за add a little bit 31 of what's месяц to также, our Сань. two Спасибо episodes of огромное. Revenant. Huge thanks to Noah for walking us through the contest of elders and the new Спасибо большое, Нова, что провел нас по всему этому. Taylor, thank you. Ну да, до 7 января ждать акт 3, чтобы получить этот дробовик. В очках специалист по пушу. Короче, они кончают, ребят. Вы достаточно возбуждены по поводу стрима, получается? То есть партнерка Had to get one more in. со стритфайтером, новая активность по духу спирали и тюрьмы старейшин, новая пушка, которая у нас только в 3-м акте будет, к сожалению, но окей. Ну, в общем, в плане стволов, которые будут выпадать, не особо возбужден, честно говоря, с этой активностью, но в нее, я думаю, будет интересно поиграть. Эмблему за подписку в аксессуарах во вкладке «Общее». Надеюсь, все залутали инграммы, эмблемы точнее. Я думаю, они на какое-то время стрима оставят, чтобы эмблему могли залутать. Сейчас я перезайду в игре на персонажа, чтобы достать эмблему, которую за просмотр получил. А вот так вот Йода. Нашу маму и там, и тут показывает. Просто сейчас за просмотр появился, а за подписку не. Так. Ну, в общем, как-то так. Пойдем сейчас смотреть. У меня за 20 минут только 6%. Жестко. Так там надо... Я говорю. А за подписку, что там за эмблема? Она доступна? Да, она доступна. Вот такая вот. С призраком. Сейчас будем искать эту эмблему, народ. Которая за просмотр. Они продержат стрим еще, но вроде должны подержать какое-то время. Не вижу что-то. Сейчас, если она сразу не появилась, надо зайти, короче, на сайт Банжи. Так, короче, кому эмблема за просмотр не приходит сразу, надо зайти на сайт Банши. Ой, на сайт Банжи. В партнерские награды, там, где рядом с погасить кодом. Нажать кнопку обновить награды, и по идее должна быть. Вот я сейчас зайду в аксессуары и посмотрю. Где-то здесь она у меня, блин, должна быть, но я ее не вижу. Вот она, господи. Спряталась, конечно, здорово. Мы начинаем со звезд. Вот, все. Ну, Банжи, кстати, все еще крутят стрим. Надеюсь, там какое-то время будет, чтобы народ смог инграмки полутать. Ну, а мы пока что пойдем Грандмастер проходить. Как-то так.